Бежит, летит время, и уже широкой поступью подступает Новый год. Говорят, этот год будет годом зайца. Вот такого зайца пробегается. А что зайка у нас больше всего любит? Конечно же, морковку и капусту. Давайте задобрим зайку и приготовим капустные рулетики с морковкой. Готовим! Первым делом на плиту ставим большую кастрюлю с водой и включаем ее, ждем, когда вода закипит. А сами тем временем на терке для корейской морковки натираем морковь. Вот такая морковка получается. Выдавливаем туда чеснок. Добавляем приправу для корейской моркови, но тут по вкусу. Я кладу примерно 1,5 чайной ложки. И руками хорошенько перемешиваем. С морковкой разобрались, теперь капуста. Около кочерышки делаем вот такие глубокие надрезы при помощи ножа. Но будьте аккуратны, не порежьте руки. В кочерышку втыкаем длинный нож, можно воткнуть шампур или вилку для мяса, чтобы потом было с кочаном удобнее работать. Отправляем кочан в кипящую воду. Прогреваем кочан, постоянно его поворачивая. Как только лист отслаивается, снимаем его и продолжаем в том же духе, пока не разберем кочан полностью. Ни в коем случае капусту не переваривайте. В результате у меня получилось вот столько листьев. Конечно же, они все мне не понадобятся, потому больше чем половину сложу в целлофановый мешок и уберу в морозилку. А когда будет нужно, можно приготовить с них, допустим, голубцы, или нарезать в борщ, или в конце концов приготовить солянку. Возвращаемся к рулетикам. Теперь с каждого листа срезаем утолщение. Вот таким образом и делим лист на 2 части. На каждую часть выкладываем морковку и сворачиваем вот такой рулет. Перекладываем в чистую кастрюлю. Выкладываем плотненько. Я сделаю 16 рулетов, мне этого вполне достаточно. В кастрюле у меня получилось вот так 2 слоя. Возвращаемся к плите. В небольшую кастрюлю наливаем литр воды. Добавляем сахар, соль, лимонную кислоту. Если вам больше нравится уксус, 1 чайную ложку лимонной кислоты замените 2 столовыми ложками 9% уксуса. Добавляем лаврушку и добавляем черный перец. Даем маринаду закипеть. Провариваем его буквально 3 минуты и заливаем горячим маринадом наши рулетики. На рулеты кладем тарелку и сверху какой-нибудь гнет. Я для этого использую банку с огурцами. Вот такая конструкция получается. Ждем, когда кастрюля полностью остынет. Как только это произошло, убираем ее в холодильник как минимум на 12 часов. Прошло 12 часов. Достаем кастрюлю из холодильника, разбираем конструкцию и достаем наши великолепные рулетики. Запах волшебный. Вот такие милые рулетики получились. Осталось только попробовать. Хрустящая, пряная, очень вкусная капустка. Она как самостоятельное блюдо, такая вот закусочка под беленькую. Также хорошо пойдет к мясу, как гарнир. Допустим, кусочек мяса такой хорошенький. И вот эту капустку. Как вкусно. Так что готовьте, обязательно радуйте своих родных и близких. С наступающим вас Новым годом. А я пока прощаюсь с вами. До новых вкусных рецептов. Пока. Бормикс.